Почему мы проводим так много времени, отвлекаясь на то, что на самом деле для нас не важно? Почему мы боимся быть самими собой и открыться перед окружающим миром? Почему мы такие скромные и соглашаемся на участие в крысиных бегах и теряемся в лабиринтах посредственной жизни, в то время, когда нам доступна неограниченная свобода быть сильными, креативными и независимыми? Почему мы, имея отважное сердце льва, живем как маленькие серые мыши? И когда мы будем наконец-то готовы подняться на следующий уровень существования? Когда мы наконец перестанем надеяться на то, что кто-то или что-то сделает нас успешнее? Когда мы сможем понять, что все находится в наших руках, и мы сами можем добиться всего, о чем мы так сильно мечтаем? И где найти мотивацию и силы для реализации всего задуманного? Всем привет! С вами снова Жека и канал The Happiness Project. Канал, который помогает становиться счастливее и раскрывать свой потенциал. Сегодня мы с вами поговорим о мотивации, которая относится к четвертому компоненту счастья. Это мозг и образ мышления. И в первой части видео мы обсудим, что вообще такое мотивация. Во второй части мы поговорим о главных убийцах мотивации. И в третьей части видео я расскажу о 6 секретах мотивации, где в самом конце я поделюсь самым мощным советом, который может поднять твою мотивацию уже сегодня. Чем более мотивирован человек, тем он более эффективен и способен воплощать свои мечты в реальность и становиться более счастливым. Поэтому высокая мотивация является незаменимым компонентом нашего счастья. Ну что, предлагаю начинать. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Будет очень много интересного. Поехали! На самом деле понять, что такое мотивация, очень просто. Достаточно посмотреть на корень слова, и мы получим мотив, то есть причина нашего поведения. Другими словами, это наше почему или зачем. И уровень мотивации зависит от того, насколько мы хорошо понимаем, почему мы делаем то, что мы делаем. Если мы четко понимаем свой мотив и он для нас очень важный, значит уровень мотивации будет на высоком уровне. Но если мы не осознаем свой мотив или он для нас является неважным, то соответственно и мотивация будет на низком уровне. Например, если мы ходим в зал просто потому, что слышали, что это полезно для здоровья, то наша мотивация будет на низком уровне. Но если мы осознаем, что спорт повышает уверенность и самооценку, повышает шансы на успех с противоположным полом, а также продлевает жизнь и делает нас энергичнее, то мы будем намного мотивированы и регулярно заниматься спортом. И в человеческой психологии существует всего лишь 2 вида мотивации. Первый – это негативная мотивация. В этом случае нами движет страх, и мы пытаемся избежать трудностей и фокусируемся только на проблемах. Это разрушительный путь, который ведет к слабости, конформизму и чаще всего сожалению. Второй вид мотивации – это позитивная мотивация, в основу которой входит свобода выбора. Если мы выберем мотив, который у нас будет вызывать позитивные эмоции и возьмем полную ответственность за свои действия, то мы будем более мотивированы. Нам достаточно всего лишь понять, что мы сами выбираем, как себя чувствовать. Счастье – это наш личный выбор. Грусть – это наш личный выбор. Агрессия или любовь – это тоже наш выбор. И большинство людей просто-напросто еще не сделали выбор в сторону счастья. Они говорят: «Я не чувствую себя счастливым», или «мне грустно, и я ничего не могу с этим поделать». Но на самом деле они себе говорят: «Я не пользуюсь своим мозгом для того, чтобы выбрать счастье». Высоко мотивированные люди стали такими не по случайному стечению обстоятельств, а благодаря осознанному направлению своего фокуса внимания на то, что их больше всего мотивирует.
Давай теперь поговорим о том, что может стать причиной низкого уровня мотивации. И первое, что нам мешает быть более мотивированными, это страх. У нас очень много страхов, которые нам мешают быть лучшей версией себя. Например, страх допустить ошибку, или страх, что нас осудят другие люди, или страх, что у нас не получится. И эти страхи нам мешают ставить высокие цели и не позволяют стремиться к чему-то великому. Природа нас одарила страхом для того, чтобы избегать смертельных угроз. И это результат работы инстинктивного мозга. Но мы, к сожалению, превратили его в официальный инструмент, чтобы защищать свое эго. Хотя практически во всех ситуациях никакой смертельной угрозы вовсе не существует. Второй главный убийца мотивации – это отсутствие ответственности. Я думаю, каждый из нас может вспомнить момент, когда мы осознали, чего хотим, поставили конкретную цель, мотивация на высоком уровне, но спустя некоторое время мы теряем интерес к тому, что нас раньше очень сильно мотивировало. А это все потому, что во время постановки цели мы не взяли на себя полную ответственность за то, чтобы воплотить эту цель в реальность. Следующий пункт – это синдром дефицита внимания, который в 21 веке стал более распространенным благодаря социальным сетям и постоянной жизни в онлайне. Люди боятся пропустить последнюю новость в интернете, поэтому пытаются все время быть на связи, хотя такой стиль жизни не только вредит нашей мотивации, но и делает нас несчастными. Высокая мотивация возникает тогда, когда мы на протяжении большого количества времени фокусируемся на своей цели. Когда пропадает фокус, то пропадает и мотивация. И в завершении еще один очень большой разрушитель мотивации – это отсутствие поддержки. Мы, люди, очень сильно зависим друг от друга, и мнение окружающих очень сильно влияет на наше личное мнение. И, как оказывается, мнение близких может стать решающим фактором в принимаемых нами решений. Если люди, которые нас окружают, не будут верить в наш успех, то мы и сами будем менее мотивированы. Но если наши близкие будут в нас искренне верить, то они смогут стать источником огромного количества мотивации, даже если его изначально не было. Сегодня я расскажу о 6 секретах мотивации, которые я узнал. И первый из них – это ставить амбициозные цели. Амбиции – это осознанный выбор стремиться к чему-то лучшему в своей жизни. Как только мы захотим что-то лучшее для себя, то наша мотивация будет на высоком уровне. Хватит уже мечтать мелко, давайте ставить большие цели и достигать их несмотря ни на что. Хотя многие люди ставят амбициозные цели, но все равно не чувствуют себя мотивированными. Почему? Да потому что они не верят в то, что они смогут. Второй секрет мотивации – вера в свой успех. Вера в свой успех – это тоже выбор, который мы можем сделать с помощью нашего сознания. Только нам решать, верить в себя или нет. Потому что желание без веры – это пустая трата времени. Поэтому говори себе постоянно: я смогу это сделать, потому что я верю в свои силы. И каждый день буду к этому стремиться. Третий секрет высокой мотивации – это постоянный фокус внимания. Такие отвлекающие факторы, как телефон и социальные сети, разрушают наше внимание и являются самыми главными ворами нашей мотивации. Если ежедневно фокусироваться на задачах, которые будут приводить к достижению цели, и минимизировать отвлекающие факторы, то мотивация будет на высоком уровне. Следующий секрет мотивации – это позитивное отношение. Давайте все вместе вспомним человека, который в своей жизни достиг чего-то великого. Какое у него было отношение к делу? Негативное и пессимистическое? Я думаю, что вряд ли. Позитивное отношение к делу придает нам больше энергии и мотивации для достижения того, чего мы хотим. Пятый секрет высокой мотивации – это позитивное окружение. Люди, которые нас окружают, очень сильно влияют на нашу мотивацию. Если нас окружают люди, которые в нас не верят, то мы и сами не будем верить в свои силы, вследствие чего мы будем демотивированы. Но если себя окружить позитивно настроенными людьми, которые в нас будут верить, то и наша мотивация будет на очень высоком уровне. И завершающий, самый мощный секрет, которым я хочу поделиться, это задавать себе вопрос,
почему я хочу это сделать. На первый взгляд это может показаться очень простым советом, но на самом деле это самая мощная техника самомотивации, если ее выполнять правильно. В первую очередь нужно задать себе вопрос: почему я хочу добиться своей цели? После того, как получишь ответ, каким бы он ни был, задай себе вопрос: почему я этого хочу? И каждый раз, получая новый ответ, задавай себе вопрос: почему? Задавая вопросы почему или зачем, мы можем добраться до самых глубоких мотивов нашей души, тем самым активировать мощнейший источник нашей мотивации. Кроме того, эти простые вопросы могут помочь найти смысл жизни и понять свое предназначение. На самом деле мотивация очень простая штука и доступна всем, кто хочет добиться чего-то в жизни. Единственная проблема в том, что мы так сильно увлечены социальными сетями и тем, как живут другие люди, что совсем забываем о собственных мотивах и наследуем чужие ценности, которые на самом деле нас не мотивируют. И если мы избавимся от постоянных разрушителей нашего фокуса и поймем, что у нас есть свобода выбора, которая позволяет нам определить нашу цель и самую глубокую причину, по которой мы хотим ее достичь, то наша мотивация будет на самом высоком уровне, и мы сможем воплотить в реальность самые заветные мечты и наконец-то стать счастливыми. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Мне, как обычно, было приятно провести с вами время. По традиции не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока!